Всем привет! Меня зовут Алена, и если вы смотрите мои видео, вы, наверное, помните, как я делала маленький миниатюрный домик для новогоднего шара. После этого моя дочка попросила сделать ей какой-нибудь маленький домик, но чтобы в нем горели окошки, чтобы все-таки он служил немножко даже как ночником. И я такой домик сделала. Он у меня выглядит вот таким образом. Свет в нем можно как включать, так же и выключать. В сегодняшнем видео я вам покажу всего лишь половину работы над этим домиком, так как, знаете, видео почти в полчаса, который ты не знаешь просто как уменьшить, уже урезаешь как только можно, смотреть в принципе никто не будет, и в принципе такие длинные ролики не каждый любит. Поэтому сегодня я вам покажу половину проекта, ну а завтра или через день выйдет еще одно видео, в котором я покажу уже оставшуюся часть и декора самого домика. Поэтому давайте не буду долго тянуть и приступаем. Ну и начну я с самой идеи. Я немножко поленилась и все-таки нашла картинку на Pinterest. Это был настоящий маленький домик, и я хочу сделать что-то наподобие его. В работе я буду использовать очень плотный картон, он у меня толщиной около 2 мм, но можно использовать совершенно любой картон, желательно плотный, чтобы он у вас все-таки держал форму. И картон можно купить в художественных магазинах, также поищите в интернете. Я, как обычно, все делаю на глаз. Вот не люблю я сидеть все вымерять линейкой, поэтому сразу рисую и сразу вырезаю. Делаю переднюю стенку своего домика и вырезаю 2 окошка. Также мне хотелось сделать на своем домике что-то наподобие вагонки, поэтому я беру нож и начинаю вырезать. Так как картон плотный, делать это очень просто, но если у вас менее плотный картон, вы просто можете вырезать полоски и наклеить их сверху с небольшим расстоянием между полосочками. Вот таким образом я буду вырезать на всех своих 4 сторонах домика. И склеиваю все на термоклей. Да, при желании можно окошки сделать не только на передней стенке вашего домика, но и по краям и сзади. Так как я все-таки делала все на глаз и совсем забыла, что боковые части можно было вырезать сразу, нам нужно все закрыть, поэтому я приклеиваю еще по краям треугольники. Ну и когда наша основа домика готова, будем приступать окрашивать. Кстати, дно своему домику я добавлять буду уже почти в конце своей работы. И переходим к окрашиванию. Я буду красить свой домик тоже в розовый цвет, поэтому использовать можете совершенно любые краски. Все-таки это бумага, это картон, и любыми красителями можно его красить. Я, как всегда, использую белую водоэмульсионную краску. Мне нравится, что у нее хорошее покрытие. И добавляю туда розовую гуашь, развожу до нужного мне цвета и покрываю домик. Мне понадобилось 2 слоя, чтобы все-таки темный цвет не просвечивал. Затем сверху полусухой кисточкой я наношу белую краску. Таким образом мы оттеняем нашу вагонку и придаем объем домику.
сам домик покрасили, и я перехожу к самым декоративным элементам, которые тоже буду делать из картона. Да, в работе с маленькими деталями очень удобно использовать ПВА-клей. Постепенно добавляю декоративные элементы и не забываю про уголки своего домика. Мне хочется, чтобы каждый уголок все-таки был беленьким и красивым. Поэтому я вырезаю полоски из того же картона, и посередине я надрезаю не до конца, для того, чтобы полоску можно было согнуть и приклеить на каждый уголок. Знаете, наверное, декор домик это самое интересное, потому что мы можем добавлять просто те элементы, которые нам хочется и нравятся. Ну а таким же образом мы можем воссоздать миниатюру своего домика мечты. После того, как я приклеила уголки, я поняла, что свои окна я нарисовала не слишком ровно, поэтому мне пришлось немножко увеличить окно. Окна и двери делаю из того же картона. Рисую все на глаз и вырезаю место, где, так сказать, должны быть стекла. Но самих стекол туда вставлять я, конечно же, не буду. В работе с ножом будьте очень осторожны, чтобы не порезать руки. Окна делаю таким же образом. Знаете, мой картон толстый, 2 мм, и он во время вырезания разделяется на две части, поэтому одну часть я сняла. После чего я буду окрашивать окна и двери в белый цвет. Так как картон все-таки не белый, приходится покрывать двумя слоями, чтобы был красивый белый цвет. Ну и, конечно, белым цветом я закрашиваю каждый уголок домика. Я приклеила дверь, приблизительно намечаю, где у меня будут находиться окна, и приклеиваю еще полосочки картона по краям от двери, делая декоративные элементы.
На сегодня это все. Ждите продолжения. Мы увидимся с вами уже совсем скоро. Пока-пока!